Здорово. Совпали два события. Сначала я угорел по механическим клавиатурам, а через месяц у меня магическим образом появляется этот самый DaVinci Resolve Speed Editor, который, как я, в общем-то, давно знал, тоже является очень даже механической клавиатурой. Что неудивительно, потому что если ты большая компания, такая как Blackmagic Design, и тебе нужно выпустить подобный контроллер, то вполне логично делать его на уже готовой компонентной базе. Но все не так-то просто. Вообще, первый контакт со спид-эдитором случился у меня в конце 2022 года. Я тогда работал продюсером в маленьком, но могучем продакшене одного YouTube-канала про часы. У меня было 3 монтажера, один из которых, Никита, которого вы видели в прошлом видео про Урсу, как-то притащил в офис только что купленный спид-эдитор и говорит: смотри, ебать, какая штука. Я, в принципе, знал о ее существовании, но потрогать довелось впервые. Никита мне сразу показал, что она умеет, хотя сам тогда еще не полностью освоил функционал. Но мы достаточно быстро поняли, что нам в продакшене на потоке еженедельных 2-3-часовых подкастов такое очень пригодится. Наш босс в тот момент был в Италии, и мы попросили купить его еще один, потому что Женя, третий монтажер, сказала, что ей без спид-эдитора нормально. Да нахуй он мне нужен, ёбаный в рот. И вот через неделю у нас в продакшене появился второй новенький спид-эдитор. Никита и Рома, монтажеры, рассказывали мне, что он реально ускоряет работу, что это пиздец какая имбовая штука при сортировке биролов и монтаже мультикамов. А я тонул в организации съемок и постоянных командировках. И, как, собственно, и полагается продюсеру, руками в монтаж не лез совсем, лишь изредка показывая ребятам какие-то технические приемы. С тех пор прошло много времени, больше полугода этого продакшена уже нет. Рома работает монтажером в большом канале, где у него тоже есть спид-эдитор. Никита фрилансит в клинапе, но иногда берет в работу монтаж, который делает как раз на спид-эдиторе. А я плотно и много сижу на посте и изредка снимаю рекламу и подкасты. Иногда вспоминаю, что было бы неплохо тоже купить себе спид-эдитор. И вот 1,5 месяца назад мои прекрасные друзья, включая Рому и Никиту, дарят мне новенький спид-эдитор. Счастью моему не было предела. И я наконец-то смог плотно его поюзать и сразу понял, моддингу быть. Разумеется, мне нужно было и поюзать его как есть. А его как есть — это полное нахуй отсутствие смазки в свечах и на единственном стабилизаторе. Ну и, как полагается, скоростной рабочей тачки никакой шумки вообще нахуй совсем. Моя Newfie Air 75 V2 в то время уже имела 200 грамм автошумки и тейп-мода, и звучало сильно более приятно, чем в стоке, который, в свою очередь, был сильно приятнее, чем сток спид-эдитора. Я заранее посмотрел видос с разборкой спид-эдитора и закупился материалами, которые мне понадобятся для моддинга. Вот что ко мне приехало. Краска для силикона, который продавец заботливо положил в подарок золотые блестки. Силикон для форм на основе платины, двухкомпонентный, твердость 10А по шору. Хотя я хотел 0А, но что-то проебался при заказе и в итоге взял 10А. Впрочем, это совсем неплохо. Набор для смазки свечей, состоящий из Crystal Loop MCG 111 для пар трения пластик-пластик, масло Krytex GPL 105 для пружин и Krytex Molicot для пар трения пластик-металл. И специальные тонкие кисточки для размазывания всего этого дерьма. В следующем пакете самое интересное. Даю тебе несколько секунд на подумать, что же еще можно такое прикупить для моддинга механической клавы. Ладно, расслабься. Все равно не догадаешь. Это 30 метров вольфрамовой проволоки диаметром 0,6 мм. Ее прикол в том, что она тяжелее аналогичной по диаметру и длине стальной в 2,5 раза. А это важно, когда стоит задача утяжелить что-то очень маленькое. В данном случае кейкапы. Я уже утяжелял их в Newfie Air, вот в этой. И мне понравилось, как поменялись их кинематика и звук. В этот раз я решил пойти дальше. И достал самый плотный материал из легкодоступных. Плотность вольфрама 19,25 грамм на кубический сантиметр. К тому же это самый тугоплавкий металл и второй по твердости после хрома. В общем, великолепный материал с не менее охуительным названием. Ладно, что-то я запизделся. Давайте послушаем, как звучит спид-эдитор из коробки на свечах Kyle Red CPG 1511.
Отвратительно, не правда ли? Впрочем, найдутся и любители такой олдятины. Мне же, избалованному, хоть и недосмазанной, но в щи зашумленной клавиатурой технодрочеру, такое оказалось совсем не по душе. И я понял, что надо замодить и контроллер, и контент на этом годный сделать. К тому же, насколько я понял, сделать видос про это я догадался первым в мире. Как так вышло, не ебу, но вы прямо сейчас смотрите первое в мире видео с моддингом спид-эдитора как механической клавиатуры. Превращение спид-эдитора в турбохарчилыгу со встроенным стримдеком не считается, хотя с этого тоже можно приколоться. Итак, начал я с ресерча. Первое, что я узнал, разумеется, сразу как он появился у меня, оказывается, есть комплектация на разных свитчах, хотя это никак не заявляется. У меня Kyle Red, у Никиты Cherry Red MX. Это линейные свитчи, самые классические из современных. И в целом очень логично, что в таком контроллере стоят именно они. Свитчи механических клавиатур бывают очень разные. Линейные самые распространенные. Имеют ровные усилия на всей дистанции нажатия, нейтральный звук и почти всегда красный цвет стема. Тактильные имеют нелинейные сопротивления в начале или середине хода, после которого прожимаются легче. Действительно интересный на ощупь. Базового коричневого цвета. Кликающие весьма громко щелкают в момент замыкания контакта где-то в середине хода. Обычно синие. Silent, тут все очевидно, сконструированы быть практически беззвучными. Естественно, у каждого производителя есть свои модели. Линейные с ранним срабатыванием, кликающие и тактильные одновременно, тактильные Silent. Непосредственно клики, тактильность и глубина срабатывания тоже могут отличаться от модели к модели. И все это также может быть в низком профиле с более коротким ходом. В общем, свитчей бывает великое множество, даже не говоря о магнитных и оптических. И в большинстве случаев свитчи можно менять прямо на лету, даже не выключая клавиатуру, что дает просто фантастические возможности вариативности, кастомизации и ремонта. Но Blackmagic нам этого не дали. И в спид-эдиторе красные линейные свитчи контактами, запаянными прямо на плату, как у самых дешманских клавиатур за пару тысяч с ФБ. Это очень обидно, потому что практически все клавиатуры дороже 50 баксов имеют hot-swap. Ту самую возможность быстро менять свитчи инструментом, который у таких клавиатур поставляется в комплекте. Итак, я вскрыл корпус, открутив 6 винтов. Аккуратно отсоединил коннектор аккумулятора, который, кстати, тоже самый стандартный из всех, которые можно ожидать в таком устройстве. Одна банка 18650 на 9,6 Вт-часов. Естественно, у меня мельком проскользнула мысль впердолить туда вместо нее либо пакет на 13-15 Вт-часов, либо заменить ее на почти что в 2 раза более емкую 21700. Пакет расположился бы под платой, а 21700 даже с небольшим запасом влезло бы на стоковое место. Разве что пришлось бы демонтировать крепеж от 18650. Но у спид-эдитора в целом нет проблем с энергоэффективностью, и при интенсивном использовании мне приходилось заряжать его примерно раз в 4 дня, что вполне меня устраивает. Так что я решил оставить аккум в стоке. Все компоненты разнесены на 3 платы, но это не самое интересное. Тут все очень большое, можно сказать грузовое. Пластик передней панели аж 3 мм. Тяжеленная стальная рама, в которой сидят свитчи, 1,5 мм. Кстати, вес всего девайса 801,6 грамм. Посмотрим, что получится после операции. Кейкапы тоже взвесил. Их 4 типа. Единички 0,64-0,65 грамма. Единички Shine True 0,72-0,76. Полторашки по 0,94 и 1/4 2,41 грамма. План такой. Нарезать вольфрам кусочками по 11-12 мм в длину и положить по 16 кусочков в единички. В полторашки и четверку сколько влезет, или сколько останется от 10 метров. Внутреннее пространство кейкапов не квадратное, 12,5 на 11 мм под днищу. И за счет профиля длинные стороны глубже, что мне очень на руку. Круглая середина имеет диаметр 5,5 мм. А значит, у меня есть две области по 2,75 на 12,5 мм, куда как раз влезет 4 кусочка вольфрама толщиной 0,6 мм с запасом. Положив сверху второй ряд, получится уложить те самые 16 кусочков, которые будут зафиксированы внутри кейкапа силиконом. У меня есть довольно немало инструментов по меркам 30-летнего рукастого скуфа и прямо-таки дохуя по меркам альтушки мужского пола того же возраста. Прикинув хуй к носу, я понял, что стоит попробовать зажимать кусочек вольфрама пассатижами с шириной губок 10 мм и откусывать их кусачками. Учитывая, что откусить надо примерно дохуя раз, тратить
много времени каждый раз на прицеливание я не планирую. И морально готов к некоторому разбросу в размерах получаемых изделий. Я, конечно же, уже тогда знал, что вольфрам твердый, и просто так кусать его обы чем не получится. И за кадром попробовал вот эти кусачки, цвет металла которых говорил мне о том, что это хромованадиевая сталь. Вольфрам ими я, конечно, откусил, но вообще не сразу. К тому же эти кусачки моментально затупились вместе этого укуса. Стало очевидно, что нихуя они не хромованадиевые. Была идея кусать лизерманом, который, кстати, сделал это вообще на изи. Но его хват, такой остренький, за 900 укусов, скорее всего, изнасиловал бы мою руку в кровь. Все-таки это EDC инструмент, и на такое он даже близко не рассчитан. Еще у меня были кусачки, которые выглядят так, как будто они видели совок. Они кусали более-менее стабильно и относительно легко, но задубевшие рукоятки из когда-то, возможно, более мягкого пластика очень нихуево так резали руку. Эти пробы я делал из любопытства и в итоге взял самые силовые кусачки из тех, что у меня были. Все-таки хорош заниматься херней, впереди много монотонной работы. Удивительно, но они не так уж и хорошо справлялись с этим. Приходилось довольно сильно жать на рукоятки, и в момент, пока вольфрам медленно сжимался, он очень сильно расслаивался, подобно секущимся волосам. Заебался я довольно быстро, поняв, что нужен инструмент посерьезнее. Не желая ждать несколько дней доставки с маркетплейса, я отправился по ближайшим магазинам инструмента в поисках лютых кусак. Успев охуеть от ножниц по металлу за 7-10к в 2 магазинах, я купил вот эти рычажные бокорезы за 1600 рубасов и с надеждой отправился домой покорять вольфрам. Вольфрам подчинился и даже стал сильно реже расслаиваться. И с оставшимися откусываниями я справился чуть менее чем за 3 часа. В процессе укладки вольфрама в кейкапы для последующей заливки силиконом мне пришла в голову одновременно гениальная и опасная мысль. А что если нижний слой впаять в кейкап? Там как раз есть такой выступ, напоминающий ребро жесткости, но на самом деле, конечно же, не являющийся. Идея была в том, чтобы 4 кусочка вольфрама, перпендикулярно расположенные на этом выступе, прогреть паяльником, впаяв их в кейкап. Плюса в таком действии сразу 2. Нижний слой фиксируется в кейкапе, текучий силикон обволакивает эти кусочки, получая дополнительное сцепление, а также вся эта конструкция хоть и немного, но все-таки немножечко глубже погружается в кейкап. В шайн-тру кейкапах прозрачный пластик имеет весьма широкое крепление, и я не сразу догадался его расплавить, но в итоге пришлось поступить именно так. Полторашки я загрузил по максимуму, и в них влезло аж по 44 кусочка вольфрама. В процессе я так и перегрел несколько кейкапов, вплоть до того, что на наружной части шероховатая текстура местами стала глянцевой. В общем-то, это основной косяк, который я допустил во время всей этой операции. И оставшиеся кейкапы я пропаивал пачками по 3-4 штуки. Сначала в каждом из пачки пропаивал одну сторону, а потом, когда они совсем остывали, пропаивал вторую. Путем проб и ошибок установил, что температура на паяльнике в 230 градусов оптимальна. Но держать паяльник на вольфраме в кейкапе надо недолго. Лучше подождать, пока остынет, и допаять потом, чем перегреть кейкап. Жаль, что понял это я, когда несколько кейкапов уже были повреждены. Впрочем, мой спид-эдитор. Мне его и портить. Так что я ни о чем не жалею. У меня оставался только большой 4-юнитовый кейкап старт-стоп, к которому надо было подойти как-то по-особенному. Из первых 10 метров вольфрама у меня оставалось около 80 сантиметров, и я решил, что этого хватит. Между краями кейкапа и креплением стабилизатора расстояние точно такое же, как у одноюнитовых. Поэтому туда сразу были впаяны по 4 кусочка вольфрама с каждой стороны, а впоследствии будут уложены еще столько же сверху. В качестве основного вибропоглощающего материала я положил 2-миллиметровую автошумку, а потом снял фольгу и симметрично вдавил в нее оставшийся вольфрам. После этих манипуляций вес кейкапа составил 8,58 грамм. Далее я забодяжил с запасом 80 грамм силикона. В процессе вспомнил про вибрацию для вытеснения пузырьков воздуха и воспользовался первым же попавшимся приложением с принудительно включаемой вибрацией на телефоне. Кстати, с ней реально пузырьки воздуха поднимались немного быстрее. Впрочем, как выяснилось, при неглубокой заливке они и так выходят полностью во время высыхания. В единичке залил по 0,2 мл, в полторашке по 0,4.
Заливал с одного угла, потому что пока силикон жидкий, он очень текучий. По кейкапу точно успеет распределиться равномерно. Но в помощь все-таки поставил на вибрацию минут на 40. Кстати, силикона на кейкапы ушло примерно нихуя, грамм 5-6. И оставшееся стало вот такой вот плоской лужей. Когда силикон в кейкапах перестал быть совсем жидким, я приступил к зашумливанию корпуса спидедитора. Тут все максимально просто. Клал шумку во все места, куда она клалась, не мешая раме свечей и аккуму. Верхняя панель меня тоже очень беспокоила, потому что при постукивании пальцем по ней она трещала не как австралийский гаджет для профессионалов, а как продукт китайского автопрома. Но на нее много шумки не положить. Есть риск того, что после раскатывания она подойдет слишком близко к краю. Поэтому первым делом нахуячил на ребра жесткости. После этого до меня дошло, что можно снять джок вместе с контроллером и посмотреть, влезет ли что-то туда. И, в общем-то, да, очень даже влезло. Сам джок, хоть и является весьма тяжелым куском алюминия, тоже получил немного шумки по внутренней окружности. Передняя панель и рама соединяются с небольшим зазором, примерно 0,1 мм. На места соединений я наклеил на раму тонкий двухсторонний скотч консистенции примерно как у силикона. На раме тоже нашлось немного места для шумки. После этого я приступил к смазке свечей. Процесс достаточно несложный. Опускаю стем, вижу, что направляющий у него справа и слева, и смазываю, насколько это возможно. Смазав 2 блока свечей, смекаю, что можно попробовать смазать не только справа и слева, а сверху и снизу, и это срабатывает. Звук нажатия становится еще тише, стем скользит еще плавнее. Если тут у тебя возникает вопрос, хули я их смазываю так, а не разбираю, как это принято делать, то напоминаю, что свечи у спидедитора припаяны контактами к плате, а у некоторых еще сквозь свич продет светодиод и также запаян на плату. Сделано весьма ебано, но что ж поделать. Распаять 128 контактов аккуратно я бы смог. Запаять, наверное, тоже смог бы, но уверенности в этом у меня не оказалось. Так что я зассал. Поэтому смазка пружин отменилась, а стемы смазаны таким вот способом. В целом способ рабочий. Правда, почти точно уходит больше смазки. Но в целом на это похуй. Смазав свечи, я забодяжил 60 грамм силикона, добавив туда немного золотых блесток, чисто позырить, как они будут выглядеть в силиконе. Наклонил нижнюю часть корпуса так, чтобы его верхние грани были горизонтальные, параллельно плате. И залил все 60 грамм в корпус. Получилось, что ровно столько и было нужно. Хотя, может быть, грамм 70 тоже было бы окей. Настало время побыть ебланом, как я понял впоследствии. На тот момент кейкапы были примерно 2,5 часа как залиты силиконом. На вид и немного на ощупь уже вполне затвердели. Меня побороло любопытство, и я установил большой кейкап старт-стоп на свич, чтобы почекать, как он звучит. Естественно, силикон, не застывший до конца, к тому же имеющий в этом месте очень тонкий слой, немного порвался. Я отпиздил себя по рукам и оставил кейкап в покое. Осталось только собрать все обратно. Сказать, что охуел с того, что получилось, нихуя не сказать. Ладно, не буду тянуть. Послушай.
Охуенно, не правда ли? Вообще, вопрос звука механической клавиатуры — это, конечно же, вкусовщина. Но мне нравится именно такой silent звук. В том числе мне очень нравится, что пластик не стучит по пластику в конце хода клавиш. Этот удар берет на себя силикон в кейкапах. Отдельный прикол — шумка лицевой панели. Она, несмотря на свою толщину, только сейчас стала ощущаться монолитной. Со старт-стопом, который весьма небыстро отскакивает, я, вероятно, переборщил. Но, надеюсь, это из-за густой смазки стабилизатора, которая, как мне кажется, еще может получше распределиться по механизму и ход клавиши ускорится. Охуенно осознавать, что мой Speed-Editor, скорее всего, самый крутой в мире. И другого такого точно нет. По крайней мере, на просторах интернета опровержения этому я не нашел. Очень хочу почитать ваши комменты о том, что вы думаете о кастомизации, казалось бы, рабочих, таких вот профессиональных гаджетов. И я не про всратые наклейки на Sony, не про вот этот колхоз, а про настоящий сложный кастом, который делает эти устройства действительно уникальными. На этом у меня все. Пока.